Привет, друзья! Сегодня в Германии и Европе сразу несколько новостей, которые вызывают горячие споры. Почему сотни депортаций не состоялись и пилоты отказались поднимать самолет в воздух? Что стоит за решением Польши снова продлить контроль на границе с Германией? Как слова канцлера Фридриха Мерца вызвали резкую реакцию у зеленых? Кто станет новым лидером берлинской политики? И зачем федеральный министр предлагает сократить тысячи чиновников и упразднить сотни ведомств Германии? А еще, почему банк в Баварии полностью убирает наличные от клиентов, как стриминг обгоняет телевидение, и что это значит для миллионов зрителей в Германии. Все эти темы я разберу прямо сейчас. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски с самыми последними новостями. И поехали! Итак, в прошлом году через аэропорты Северного Рейна-Вестфалии было депортировано, внимание, 5295 человек. Однако примерно у 240 таких операций не получилось. Чаще всего из-за того, что экипажи самолетов или авиакомпании отказывались перевозить депортируемых. Из-за этих неудачных попыток в аэропорту Дюссельдорфа отказали летчики или авиакомпании 169 раз. В аэропорту Кёльн-Бёрн 6 случаев. И, внимание, дополнительно в Кёльне 30 депортируемых оказали такое сильное сопротивление, что рейс пришлось отменить. В Дюссельдорфе еще 8 случаев. Такая вот статистика свидетельствует о том, что проблемы с депортацией возникают не только из-за официальных процедур, но и из-за личного решения экипажа самолетов действовать иначе. И продолжая новости Европы о беженцах. Польша продлила контроль на границе с Германией до 4 октября 2025 года. Изначально эти проверки, напомню, должны были завершиться 5 августа, но теперь они продлеваются еще на 2 месяца. Решение принято властями Польши и поддержано европейскими партнерами. В сентябре оценят ситуацию и решат, действовать дальше или нет. Министр внутренних дел Польши объяснил, что этот шаг направлен на борьбу с нелегальной миграцией. Говорят, что уже сейчас удалось достичь 98% плотности контроля на границах. Это значит, что почти все попытки попасть нелегально были остановлены. Благодаря этому мигранты и иностранная разведка теперь ищут обходные пути через другие границы. Контроль действует не только на границе с Германией, но и с Литвой. Власти подали уведомление в Европейскую комиссию и проинформировали соседние страны. Миграционная ситуация остается строго под наблюдением. И еще одна новость Германии, которая вызывает обсуждение. Глава фракции «Зеленых» в Бундестаге Катарина Дрёге выразила глубокую озабоченность словами канцлера Мерца, которая, по ее мнению, создает негативный образ страны. Она отмечает, что он будто говорит, цитата, «Германцы слишком ленивы, а содержание социальной системы нам больше не по силам». Такая трактовка, по мнению Дрёги, неуважительна к множеству людей. Она настаивает, налоговые льготы должны сместиться от очень богатых к людям со средним и низким доходом. В данный момент примерно 69% всех налоговых послаблений идут тем, кто зарабатывает более 180 тысяч евро в год. Обычным семейным доходом не остается практически ничего. Дрёге предлагает изменить приоритеты, сначала поддержать тех, кто работает и нуждается в помощи, а не тех, кто и так на коне. Она также призвала пересмотреть бюрократию в системе социальной поддержки. Многие процедуры, например, двойные проверки имущества при выплатах, можно упростить, сделать систему менее громоздкой и эффективнее. Аналогичная реформа, по ее мнению, необходима и в здравоохранении. В частности, нужно оптимизировать оказание экстренной помощи и расходов на лекарства. Кроме того, Дрёге анонсировала активную кампанию в сфере климата. Она критикует нынешнюю политику правительства за поощрение добычи газа и планы строительства новых газовых электростанций, назвав это шагом в противоположную сторону от перехода к устойчивой энергетике. Цитата, «Мы устраиваем осень климатического сопротивления», заявила политик, подчеркнув, что они намерены активно выступать за развитие возобновляемых источников энергии и снижение налогов на электроэнергию. А теперь важная новость. Берлинская региональная организация социал-демократической партии единогласно поддержала кандидатуру Штефана Краха как главного кандидата на выборы в городской парламент в 2026 году. Это решение было принято на внеочередном собрании. Около 40 членов проголосовали за, 1 воздержался. Крах, напомню, 46-летний политик, который с 2021 года возглавляет административный округ Ганновера. До этого в течение 7 лет работал в Берлине в должности государственного секретаря по вопросам науки.
Его выдвижение – это часть стратегии партии вернуть себе контроль над популярным зданием ратуши, которое сейчас находится в руках другой партии. Ожидается, что на партийном съезде в середине ноября кандидатура Краха будет утверждена окончательно. Уже начало строиться своего рода дистанционное соперничество. Кстати, интересно то, что Крах встает перед прессой утром с презентацией своих идей, а в это же время действующий бургомистр выступает с собственным обращением. Так начинается предварительная борьба за внимание избирателей. А теперь интересная новость о кардинальных реформах, которые предлагают провести в Германии. Новый федеральный министр цифровизации и модернизации управления Карстен Вильдерберг призывает провести масштабную реформу бюрократии. По его словам, необходимо избавить страну от излишней сложности, и первым шагом должна стать реорганизация, внимание, 960 ведомств, которые находятся под управлением федерального правительства. Считается, что за десятилетия эти структуры стали слишком громоздкими, и их нужно объединить, упростить или вообще ликвидировать. Кроме того, Вильдерберг предлагает сократить тысячи служащих в министерствах. Это позволит сэкономить до 16 миллиардов евро. Он планирует представить конкретный план реформ на заседании кабинета в конце сентября. В коалиционном соглашении, подписанном партиями Союз и СДПГ, также предусмотрено сокращение 8% штатов федеральной администрации. Министр подчеркивает, что реформа должна быть ощутимой, не просто разговор, а реальными изменениями. Он настаивает, нужно разобраться в причинах бюрократического перегруза и постепенно, но заметно упростить систему, чтобы государство стало более эффективным и менее затратным. И еще одна важная финансовая новость Германии. В нескольких филиалах банка Оренбанк в Баварии, включая Мюнхен и Унтершлейсхайм, с конца августа сняты наличные услуги. Автоматы и кассы закрыты, а клиенты могут снимать деньги только в супермаркетах или банкоматах других банков. Рабочие часы отделений также существенно сокращены. Планируется распространить эту практику на остальные 11 филиалов в регионе. Причина проста. Большинство клиентов уже не пользуются наличными, они предпочитают онлайн-банкинг и безналичные платежи. Из-за этого банк решил отказаться от поддержки традиционных сервисов. Однако нововведение вызвало критику. Защитники прав потребителей и политики предупреждают, что это ограничивает психологическую и физическую свободу, особенно создает трудности для части населения с низким уровнем цифровой грамотности или пожилых людей. Они считают, что такой подход отдаляет людей от финансовых услуг. Другие банки, например, городская сберегательная касса Мюнхена, Deutsche Bank и Commerzbank, пока продолжают предлагать наличные в привычном формате. Тем не менее, несмотря на цифровизацию, наличные остаются популярными. По данным Центробанка, в 2024 году больше половины покупок все еще оплачивались наличными. Особенно это важно при небольших расходах или в личных расчетах. Большинство людей ценят наличные за контроль над расходами и приватность. И это еще не все. В Германии трансляция телепрограмм через интернет, стриминг официально обогнала классическое телевидение, которое транслируется кабельно или спутником. Компания Nielsen сообщает, с недавнего времени стриминг пользуется большей популярностью, чем традиционное телевидение. Его используют еженедельно уже 77% населения страны. Чаще всего стримингом пользуются молодые. Среди людей от 18 до 34 лет такие услуги используют, внимание, 92%, но и старшие группы активно догоняют, например, в возрасте 35-54 лет рост составил 10 процентных пунктов, и теперь там таких пользователей 83%, а в категории 55-69 лет рост на 8%. Исследование от ЗАТа подтверждает, интернет-телевидение продолжает набирать популярность, а традиционные способы просмотра, такие как кабель и спутник, теряют свою значимость. На текущий момент около 43% зрителей получают свои телепрограммы преимущественно через интернет, будто IPTV или стриминговое приложение. Таким образом, формат телевидения постепенно меняется, все больше зрителей предпочитают гибкость стриминга, можно смотреть на разных устройствах, выбирать удобное время и найти нужное содержание быстро. Классическое телевидение уже не является основным способом просмотра. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.